Друзья, мы находимся на третьей очереди Чернобыльской АЭС и в котловане, который должен был строиться, над которым должен был строиться 6-й блок. Сидит лебедь. Посмотрите, как здорово. Друзья, вы только посмотрите, мы находимся на третьей очереди ЧС, подошли к котловану 6-го блока и нашли тут лебедя. Он тут один. Смотрите, какой красавец. И вот такая вот здесь обстановка. Пришли сюда на закат. Очень красиво. Индустриальный пейзаж. Друзья, только что мы услышали кашель какого-то человека на той стороне. Возможно, там кто-то есть. Может быть, сталкер, а может быть, охранник. Надо быть очень внимательными, чтобы не попасться. Это здание 5-го энергоблока ЧС. В 1986 году его должны были сдать в эксплуатацию, поэтому на момент аварии он был уже практически готов. А после аварии его законсервировали вот такими железными пластинами, то есть он забит практически по всему периметру. А готовность его была уже достаточно высокая. Осталось поставить реактор на место в реакторный зал. В реакторном зале уже была подготовлена крестовина под него, а в зале монтажа была крышка реактора. Сейчас ее, конечно, уже давным-давно распилили и разобрали. И здесь, в машинном зале, работают металлисты. Мы проходили мимо, видели там следы. Да, друзья, мы были правы. На той стороне действительно кто-то есть. Мы сейчас услышали голоса. Наверное, там кто-то ходит, но пока непонятно кто. Затаились здесь, сидим. Подальше отошли. Сейчас мы попробуем пройти. Здесь такое болото под ногами. Грунт такой вязкий. Хотели попасть вот на эту площадку, но здесь глубина неопределенная. И не пройти, к сожалению. Я думала, можно. Но прыгать туда мы не будем, конечно. Хотя это было бы интересно. Вид очень красивый на закате здесь. Солнце дает красноту. Это красное здание прям светится. Постараемся снять вам то, что внутри. Включить фонари на максимум и показать вам то, что находится внутри машзала.
и недостроенного 5-го энергоблока. Как мы уже говорили, вот это вот котлован под 6-й энергоблок. А всего Чернобыльской АЭС планировалось 12 энергоблоков, и она бы стала крупнейшей атомной электростанцией во всей Европе. Друзья, ну такая вот махина. Это мы находимся сейчас в торце Машзала. Здесь можно подняться на крышу вот по этой лестнице. А вот я вам говорила, что здесь следы пребывания металлистов. Смотрите. Такие будки, бытовки. И вот такая штука, она находится под давлением, оказывается. Слышите? Шумит, работает. Ну, естественно, здесь все очень накатано. Все очень накатано. И внутри, там вот они распиливают свой металл и вывозят его. И вообще это место считается довольно грязным, потому что находится в непосредственной близости от Чернобыльской АЭС. Соответственно, загрязнение и уровни радиации здесь высокие. Попозже мы вам покажем. Отойдем в спокойное место, где можно будет включить дозиметр и замеряем радиацию.